Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Сегодня 4 мая 26 года. Я на даче. У нас только третий день, как нормальная погода. И после холодов и снега. Позавчера еще снег лежал на даче. После выпавшего вот этого снегопада, который внеплановый был. Вот второй день мы работаем на даче, получается. Это я и Тресси, моя алабайка. Вот смотрите, сделала грядку. Там у меня, я с осени кидала растительные остатки всякие. И там немножечко, земля уже была подготовленная. Не то, что там прям большой слой был, но был. Сверху я уложила картон, потом еще растительные остатки, потом опять картон, потом листовой опад. И уже сверху землю насыпали. Нарциссы под снегом, видите, полегли. Некоторые поднялись, некоторые нет. Землю, которую сверху насыпала, вот отсюда муж у меня 4 тачки выгреб. 2 из одной грядки, 2 из другой. Я хочу в теплицу, у меня там компост созрел. Из компостной кучи хочу сюда добавить нормальной земли. Вот в этой теплице слева самая плохая земля у меня. Надо ее улучшить. На озоне набрали картона. В течение зимы несколько раз набирали, привозили. Вот в дорожке укладывать. Здесь вот уложила. И мы здесь расширили дорожку за счет того, что слева вот эту грядку широкую немножечко поуже сделали. Потому что, во-первых, бочкой все выгнулось, вообще пройти невозможно было. А во-вторых, осенью уже я поняла, что слишком узенький проход, неудобно ходить, неудобно работать, ногу поставить неудобно. Тресси счастлива. Сегодня 25 градусов. Вы представляете, позавчера было 10, сегодня 25. Досточки, смотрите, какие классные. Въехали вчера с дачи и проезжали мимо помойки, и туда мужчина нес выкидывать. Я ему говорю, останови его, пусть он не тащит, пусть он нам сразу в багажник положит. Но нет, муж мой постеснялся и дождался, когда тот поставит в контейнер доски. Дождался, когда он уйдет, и только тогда уже забрали мы их. Как раз такого размера, что в багажник или на заднее сиденье можно положить. Виноград открыли от елок. Что в этой теплице? Давайте я вам покажу. А тут все зарастает травой и укропом. Посмотрите. Конечно, тут работа непочатый край. Вон, укроп сплошным ковром, между сорняков. Дождусь, наверное, пока я там занимаюсь. Тут еще укропчик подрастет, а тогда уж буду заниматься. В эту теплицу мне перцы я буду, наверное, я не знаю, что я еще буду. Огурцы, наверное, еще они у меня не взошли. Капусту сегодня хочу. У меня первый раз такая плохая капуста. Смотрите, в тенечек переставила. Вообще, нижние листья все сохнут, вянут, верхние растут. Наверное, очень плохой грунт был, хотя я его улучшала и торфом, и песком, и там все на свете. И поливаю вовремя. Не сказать, почему нижние листья сохнут. Обычно, когда полива мало. Там земля всегда влажная, как нужно капусте. Не знаю, первый раз. Но я надеюсь, что в грунте на огороде уже выправится эта рассада и хоть что-то вырастет. Иначе вообще позор джунглям. Так, здесь у меня начала вылезать потихонечку клубника. Вот эту грядку я сейчас делаю. Я планирую вот с левого края этой грядки капусту высадить, а справа туда дальше, ближе к душевой, вот это у меня тут лук-батон, весь зарос травой, и он зарос уже прямо капитально, так что я планирую его просто выкапывать и пересаживать, а уже потом заниматься вот этой перекопкой, расчисткой вот этой грядки. Потому что здесь уже засада совсем. Там не прополишь нормально, когда там лук растет. Вот сюда вот на край посажу его, часть грядки, а вторая часть под капусту. У меня еще цветная капуста будет. Не знаю, тоже в таком же виде рассада ужасная. Не знаю, что с ней, почему она так... Смотрите, у меня последние дни лягушки, видите, одна на другой сидит. Они целый день идут и идут через мой огород, через мой участок, вон туда, к пруду. Там у меня дверь на пруд. И вот они идут на пруд, наверное, икру откладывать. Я тут уже несколько... вот хотела показать, это кто не видел. Молодила у меня такой суккулент. Видите, какие классные они. И маленькие отросточки от них. Они должны прям вот все покрыть и закрыть. Посмотрю, короче. Мне нравятся они.
прикольные. Уже несколько, тачек из травы вывезла в новую компостную кучу. Начали пробиваться. Вот хотела показать алисум. Я один раз его посадила, и вот он сам теперь рассеивается и сам растет. Почвопокровный такой. Там потом будут желтенькие цветочки. Мне от сорняков прямо милое дело. Вот здесь между пионами, там всякими красивыми цветами постоянно лезут всякие сорняки. А этот алисум, вроде он и красивенький, с желтенькими цветочками, и в то же время не дает прям сорнякам так вот сильно уж разогнаться. И буду его культивировать. Как я рада этим доскам. И вот сюда, вот в эту грядку, которая у меня с картонками, тоже эти доски пригодятся. У меня вообще ни одной доски не осталось. А ехать покупать тоже целое дело. Машину заказывать, доставку эту. Я рада, что у меня появились хотя бы вот такие вот обрезки досок. Классные. Наверное, кладовку разобрал мужик. А это я уже на следующий день снимаю. Высадила капусту. Видно там, да, что она там есть. Совсем есть маленькие. Я так где-то в каждую лунку по 2 корешка сажала. Хоть какой-то, может быть, примется. Грядку вон ту немножечко, доски эти халявные с помойки уже пристроила. Привезла, высаживать уже пора. И, не знаю, еще розу, вот эту кустовую, мне на 8 марта подарили. Вот это вот душица и шалфей. Душица и шалфей я, если честно, купила, потому что у меня все это не взошло. Привезла георгин, видите, уже стрелки какие. Прикопаю его, пока клумба не подготовленная. И я привезла лук, порей. Это вообще то же самое, что с капустой. Никогда такого не было, и вот опять. Эксхибишн у меня вообще сдох, вот засох за 4 дня. Я вот поливала 2 раза в неделю. Первый день подлила, отлично все, подстригла его. Вот сюда сейчас буду высаживать, потому что хотела-то я батоном заняться, вот туда рассаживать его. Но он живой, а этот скоро сдохнет. Надо его сажать. Поэтому я сейчас в первую очередь займусь высаживанием вот этого порея. Если хотя бы половина из него выживет, я буду счастлива. Вот, высадила уже, смотрите, даже незаметно, такие былинки просто. Я не знаю, приживется что-то или нет, буду надеяться, что приживется. Полила, там, постаралась в лунки, куда сажала. Смотрите, какова красота. Маргаритки по всему участку разрастаются, как я и хотела. У соседки вообще они заполонили, там и трава не растет, все в маргаритках. И красиво, и практично. Кроты, смотрите, как нарыли. Сейчас вот этой грядкой буду заниматься. Видите, как борта выгнулись, и внутри там в стежках одни сплошные кротовые кучи. И надо будет все это выгребать, поднимать, разбираться. Сделала грядку, в порядок привела с лечебными травами. Там у меня зверобой, мята. Вот это вот тоже маленький кустик зверобоя нашелся. Еще зверобой. Здесь опять мята. Вот это вот маленькая, это мелиса. Они очень сильно разрастаются. И вот высадила шалфей свой, который купленный, и душицу, которая орегано, по-другому специя. Красота вообще. А это чебрец у меня сам с собой разрастается. Я каждый год его срезаю, и он все больше и больше. И я очень рада. Мне хочу посмотреть, он на ту грядку на соседнюю залез. Нет, не залез, он просто так наклонился. Все, сейчас вот меня ждет вот эта грядка. Это я снимаю уже на следующий день. С этой грядкой разобралась, все красиво сделала. Единственное, там земли получилось лишнее немножко, потому что я ее чуть поуже сделала. Здесь у меня теперь вот лук, выкапываю лук, и пропалываю там лук, вот сюда уже пересадила, который выкопала, батон. Надеюсь, он приживется. Это мой порей тут засыхает потихоньку. Сдохнет сивок, в эту грядку посажу. Что мне еще делать? Здесь вот уже что-то видно стало, грядка. Клумбы 2 свои полукруглые с закругленными краями объединила в одну. Получилась большая, посадила там в центре, видите, палки торчат. Это георгин. И сюда ближе еще один георгин.
Эта грядка у меня тоже в порядок приведена. Здесь малину немножко прополола. Там вот около забора тоже частично есть малина, частично там топинамбур, вот палки торчат. Сюда мне сын старший мне помогал один день, навозил земли из компостной кучи. И надо там все разровнять, да и все будет хорошо. Здесь положила картонки в проход. Вот здесь вот тоже крот очень много нарыл. Надо тоже разобраться с этой стюшкой. Что муж подвязал вот этот вот куст смородины, и сын старший вот скопал вот этот участочек под картошку. Уже как-то что-то делается, особенно благодаря тому, что помощники хоть что-то помогают. И поэтому уже как-то повеселее стало. Так, ну здесь вот смотрите, это у меня красная смородина уже зацвела. Будет, надеюсь, вся в ягодах. Кустик этот потихоньку разрастается. Ну, здесь вот черевишня тоже начинает цвести. Вообще в городе у нас уже все цветет и отцветает. А здесь, так как рядом лес, попрохладнее, вот эта слива еще вообще даже не мычит, не телится. Ну, что я хочу сказать. Если вам нравится такого плана видео, я практически целую неделю вам тут снимала все, что делалось на участке. Если нравится такого плана, ставьте лайк, пишите комментарии. Конечно же, подписывайтесь на мой канал, если еще до сих пор не подписаны. Продолжение будет в следующем видео.